И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 14 апреля, и второй мой сегодняшний выпуск будет посвящен событиям на украинских фронтах. Теперь переходим на фронте, что происходит. Каждый день на самом деле российская группировка южнее Изюма, она расширяет свой плацдарм, постепенно продвигается в сторону Славянска и Барвенкова. Причем в Барвенково сегодня была эвакуация, в 14:00 город эвакуировали. То есть представители киевского режима очевидно отдают себе отчет о том, что в ближайшие дни здесь уже в Барвенково начнется сражение. Также последние 2 дня артиллерия ЛНР и российские военно-космические силы наносят очень мощные удары в районе Попасной, где уже на протяжении месяца народная милиция Луганской Народной Республики пытается прорвать оборону ВСУ. Причем значительная часть населенного пункта Попасная уже взята, тем не менее окончательно оборона не прорвана. И вот российские военно-космические силы на протяжении 2 дней наносят именно в этом районе очень мощные удары. То есть очевидно, что в ходе генерального наступления один из вспомогательных ударов будет нанесен здесь. А также в районе Горловки, где не перестают наноситься удары тоже по позициям вооруженных сил Украины. И в районе Авдеевки, которая тоже на протяжении последних 2-3 дней. Здесь идет интенсивная артиллерийская стрельба. Именно отсюда может быть нанесен вспомогательный удар на Покровск. Ну и самый главный удар с юга тоже должен пройти где-то между Гуляйполем и Курахово. Ну и в целом, как могут развиваться события, я уже неоднократно говорил. В общем, ждем, я думаю, осталось ждать уже недолго. Ну и также кратко, что происходит в Херсонской области. Здесь уже от боевого задора губернатора Кима тоже ничего не осталось. По всей линии фронта Херсонской области ВСУ перешли к обороне. Российские войска медленно выдавливают их ближе к Николаеву. И сегодня в Николаеве одна из главных шуток, что губернатор Ким настолько донаступался, что сегодня вынужден рыть окопы уже в центре города. И действительно город усиленно укрепляется. Ровно как же и в Краматорске, в Николаеве роются оборонительные укрепления. И очевидно, что киевский режим готовится к тому, что российские вооруженные силы будут штурмовать город. Ну и в самом конце 2 слова о Мариуполе и об одном очень интересном событии, которое сегодня произошло в Верховной Раде. О чем сообщил Лешенька Гончаренко. Он сказал, что в Верховной Раде сегодня был принят закон, согласно которого иностранные граждане могут служить в вооруженных силах Украины и в органах разведки. И понятно, что этот закон был принят не случайно именно сейчас, потому что именно сейчас началась массовая сдача в плен, в том числе и иностранных наемников в Мариуполе. И киевский режим делает все от него зависящее, чтобы этих людей судили не за наемничество, как преступников перед Донецкой Народной Республикой, а Мариуполь все-таки это часть Донецкой Народной Республики, а относились к ним как к военнослужащим вооруженных сил Украины. Хотя я считаю, что правильнее все-таки их осудить как наемников. Каковыми они по сути и являются. Вот это примерно то, что я хотел сказать в этом выпуске. На этом пока все. До свидания и до завтра.